Слава Украине, привет всем от Полонского. Посланник Трампа Келлог заявил, что теперь в данной ситуации мир зависит от Путина. Да, и больше ни от кого. Зеленский на мир согласен, Зеленский на вот это перемирие, предложенное Трампом 30-дневное, согласен, а вот Путин не согласен. И все, мол, зависит от него. Не, это все, это замечательное выражение, ничего не хочу спорить, но сказал А, говори Б, если Путин не согласен, надо же какие-то действия проводить. А если вы просто блаблакаете и говорите, вот он не согласен, ну хорошо, констатировали факт, что Путин не согласен, и действия нема, да? То есть, ну а зачем тогда, как говорится, языком молотить, это же пустое дело, да? Вот. Хотя, ну что тут говорить, да, говорить особо нечего. Да, в Германии наконец-то есть новый канцлер. Вот эта вот долгая эпопея с канцлериадой закончена. Значит, Мерц стал новым канцлером. И ну, для Украины это, в общем-то, хороший сигнал, потому что Мерца невозможно назвать мягкотелым. Это правый политик до мозга костей. Это раз. Второе, он хорошо относится к Украине. Третье, он очень критично относится к Трампу, об этом сейчас еще скажем. Вот. Ну и очень нормально, тепло относится к своим союзникам на европейском континенте. А учитывая мощь, экономическую мощь Германии, это крайне важно. И то, что Германия сейчас практически восстанавливает свою военную промышленность, которая вот была она занедбана долгое время, это тоже хорошо. Итак, Мерц заявил, что он едет встречаться с поляками, с президентом Польши Дудой, а также с Макроном во Францию. Причем, знаете, он сказал, что у нас хорошие отношения будут еще лучше, то есть это наши важнейшие союзники, действительно, Польша и Франция важнейшие союзники Германии. А потом, подчеркиваю, буду говорить с Трампом. И с Трампом и вот тут самое интересное, с Трампом он собирается говорить довольно жестко, потому что ему, как и любому другому немцу, не нравится то, что Трамп начал бесцеремонно вмешиваться в внутренние дела Германии. То есть мы уже помним, как это делал Илон Маск в свое время, когда он приехал и открытым текстом агитировал за альтернативу для Германии. Когда весь Твиттер был забит постами, которые прославляли, опять-таки, альтернативу для Германии. Это была, вот я помню очень хорошо этот момент выборов в Германии, это просто была игра в одни ворота, когда весь Твиттер, вот ты заходишь в Тви, а там все, альтернатива для Германии, хорошие, они замечательные. Все остальные говнюки, а вот они, вы же посмотрите, какие они замечательные. Та цитатка, эта цитатка. То есть альтернатива для Германии прыгала из Твиттера на тебя просто из каждой строчки. Да, и тогда, значит, Маск вмешивался в немецкие дела. А теперь Трамп, который, значит, позволил себе лезть во внутренние дела Германии, рассказывать, что такое демократия. К Румынии они тоже точно так же полезли. Что такое демократия, что такое отсутствие демократии. Короче говоря, учить по полной программе. Вот. Ну, если Шольц, он такой, знаете, предыдущий канцлер, он такой осторожненький товарищ, он, из него слова другой раз критического нельзя было вытянуть, то Мерц немножечко по-другому скроен, и он, конечно, уже сказал следующее, цитата: «Я хотел бы побудить и призвать американское правительство позволить внутренней политике Германии оставаться внутренним делом и воздержаться от этих партийно-политических оценок». Это по поводу АФД. В четверг я поговорю по телефону с американским президентом. Все, конец цитаты. Вот так вот, да, то есть он будет с ним говорить очень конкретно. Ну и вот мы тут упомянули Маска с его бреднями. Вот, и, всегда же, вы понимаете, всегда же яблочко от яблони недалеко катится, да? Тут в сети опубликовали, значит, бредни Эрла Синклера, Эрла Маска. А кто-то, кстати, помнит Эрла Синклера? Хороший персонаж был. Хороший был персонаж в свое время, да. Вот по уму и сообразительности он, пожалуй, был сравним вот с папой Илона Маска. Это папа Маска. И вот он в очередной раз, давая интервью какому-то очередному изданию, просто выдал порцию
калиброванной лжи, перемешанной с московскими нарративами. Вот, вы знаете, вот даже удивительная вещь. Казалось бы, Маск уже взрослый мужик, сколько ему там, 50 лет, 60, не знаю, точно до лампочки. Ну, абсолютно взрослый, да, казалось бы, миллиардер. А как оказалось, он полностью подвержен влиянию папиному, и у него именно папины взгляды на жизнь. То есть, вот он, как говорится, ты есть то, чем тебя скармливают, чем тебя вскармливают в семье. Очень часто ты есть тем. И вот это полностью про Илона Маска. Это не у всех происходит, конечно, да. Есть люди, которые самостоятельное мышление имеют, а вот у Илона Маска как раз мышление оказалось стандартным. То есть то, что папа думает, Россия великая, все остальные дерьмо, Россия прежде всего, Украина вообще не пойми что. Вот просто послушайте, там такое интервью, ну, правда, с отвращением, сразу говорю, ну, не знаю, у людей, как говорится, у людей слабых на желудок может вызвать рвотный рефлекс, то, что несет эта особь. Вот. Но так, для понимания, скажем так, для понимания того, откуда взялся такой умный Илон Маск, можно послушать папу, и все станет на свои места. Ссылка внизу в описании к данному ролику. Да, и он там несет, да, про вот эту бредятину, про русскоязычные области, про то, что Путин, в общем-то, хороший парень, и нужно всегда учитывать, значит, опасения России. Какого черта мы ее должны учитывать? Какое твое дело, на каком языке какие люди разговаривают? У нас половина ЗСУ по-русски разговаривает. И шо? Они сейчас воюют, там кровь проливают за Украину. А это, значит, недоразумение, которое ни разу не было в Украине. Понятия не имеют, что здесь происходит. Начинают там кого-то лечить, кому-то что-то рассказывать. Вот. И еще раз говорю, если бы это был просто какой-то алкоголик, он, может, и есть алкоголик, кто его знает. Вот. Но это ж папашка Маска. Вот. А от Маска зависят наши старлинки. Поэтому еще раз говорю, послушав, из какой он семейки, нужно делать, в общем-то, вовремя правильные выводы и хотя бы частично, кстати, старлинки заменять. Потому что ну его нафиг, от греха подальше, имея таких, знаете, имея такого постачальника услуг, как Илон Маск, то лучше никакого, наверное, не иметь. Вот, поэтому такое. Да, еще один интересный момент. Значит, на телеге опубликовали такое, знаете, послевкусие после удара Израиля по Йемену. Израиль там разнес в хлам порт в Ходейде, уничтожил полностью аэропорт. Ну, в ответ на тот удар по аэропорту Бен-Гурион. Вот. И видимо, то ли в Ходейде, то ли в Сане снято, не столь интересно, не столь важно. Там, значит, хуситы объясняют Израилю, что они с ним сделают. Все они с калашниковыми, все с такими кинжалами, все в босолаптях. Ну, в общем, смотришь, ну блин. Да, но Йемен нищая страна, причем это не весь Йемен, а только пол Йемена. Даже меньше половины Йемена принадлежит хуситам. Видите, а сколько горя приносят. То есть, по сути дела, для того, чтобы быть милитаризованным, для того, чтобы быть опасными для всего мира, абсолютно не обязательно обладать какой-то развитой экономикой. В Йемене ее вообще нет никакой, ни развитой, ни неразвитой. Достаточно быть просто каким-то дикарем, который ходит в босолаптях с автоматом наперевес, и где-то купить ракеты, пулять этими ракетами налево-направо. Вот, собственно говоря, и все. Нужна территория, и больше ничего не нужно. Да. Кто там живет, не суть важно. Из этого всего можно сделать вот такой вот очередной Йемен. Советую посмотреть.